Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Слишком сложно». Сегодня вас ждет волшебное видео «Куда сходить зимой в Санкт-Петербурге». Мы покажем вам интересные и необычные места в городе, которые можно посмотреть за один день или же разделить на несколько дней. И начинаем наш маршрут с обзорной площадки, которая находится на звоннице Смольного собора. Это одна из самых красивых и недорогих обзорных площадок города. Вход на звонницу стоит 200 рублей с человека. Подъем достаточно простой и живописный. Высота составляет 50 метров. Работает звонница с утра и до вечера. С обзорной площадки открывается невероятно потрясающий вид на весь город. Каждая точка нашего маршрута отмечена на карте. Не забудьте сделать скрин карты в видео. Дальше мы отправляемся с вами в сторону метро Чернышевская, в оранжерею Таврического сада, где лето внутри Санкт-Петербурга круглый год. Погуляйте здесь среди тропических растений, пальм, почувствуйте влажный воздух тропиков и поднимайтесь на второй этаж, перекусить на балконе с видом на сад после прогулки. Билеты в оранжерею стоят 80 рублей. Кстати, в оранжерее снимали эпизоды более 25 картин, среди которых были «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Мушкетеры 20 лет спустя». Дальше мы отправляемся в одно из самых необычных мест города, ранее сожженную, а теперь восстановленную, действующую евангелическо-лютеранскую церковь Анненкирхе. В настоящее время здесь проходят очень необычные концерты и интересные выставки. Вход в церковь бесплатный, но на какую-то выставку или концерт вход может быть платным. Уточняйте графики работы церкви. Выглядит церковь так необычно из-за пожара, который произошел в начале 2000-х годов. У церкви очень долгая и интересная история, ее можно почитать на сайте и посмотреть там же фото до реставрации церкви. Реставрацию проводили только внешнего облика, внутри церковь частично сохранила всю свою историю. В ней очень приятно просто походить или посидеть в кафе. Дальше мы направляемся в сторону Невского проспекта и зацепляем сразу несколько интересных мест. Заходим в двор, указанный на карте, и попадаем в сад Фонтанного дома, где располагается музей Анны Ахматовой и временная выставка Иосифа Бродского. Выставка Бродского будет располагаться там до 31 декабря этого года, поэтому успевайте туда заглянуть. Выходим из Фонтанного дома и направляемся по Литейному проспекту в сторону Невского. И не проходим мимо самого известного книжного магазина в городе «Подписные издания». Каждый петербуржец и теперь каждый гость города считает своим долгом зайти в этот книжный магазин. А все почему? Потому что это семейный книжный магазин, открытый аж в 1926 году. Он не только очень красивый по интерьеру, но и обладает невероятной коллекцией книг. Здесь можно выпить кофе и перекусить после долгой прогулки по городу, и даже почитать книжки. Не забудьте купить интересные сувениры, открытки, книги для своих близких на память о поездке в Петербург. Дальше по Литейному проспекту мы с вами пройдем мало кому известное и совсем не примечательное с проспекта место, которое называется «Третье место». Попадая в него, вы попадаете в самое скрытое, необычное место Санкт-Петербурга. Такие места всегда спрятаны,
от прохожих глаз. Летом здесь проходят вечеринки под открытым небом, можно заказать вкусные напитки и еду, а в холодное время года здесь также можно перекусить, погреться и посетить кинопоказы. Актуальный график работы и цены уточняйте на сайтах указанных мест перед посещением. Погревшись и перекусив, направляемся с вами по главному проспекту города, Невскому проспекту. Если вы идете пешком, то гуляйте и наслаждайтесь видами. Мы с вами направляемся в определенное место. Пока мы едем в это место или идем, мимо нас проходят такие известные достопримечательности города, как Аничков мост, дом купцов Елисеевых, торговый центр «Пассаж», напротив гостиный двор, далее Казанский собор, Спас на Крови, поворачиваем на Большую Конюшенную и заглядываем в самую известную пышечную города. Она одна, другой такой нет. Каждый петербуржец про нее знает. Берем с вами пышки, какао, обязательно гладим кошечку, которую наверняка вы встретите где-то рядом, и отдыхаем. Недалеко от пышечной мы заходим в книжный магазин, где располагаются очень необычные книги. Также там можно купить открытки на память о поездке. Вот мы и добрались с вами до конечной точки нашего маршрута, самой главной достопримечательности города, в которой хоть раз в жизни нужно побывать. Это Эрмитаж. Обязательно туда сходите. Билеты теперь в него лучше покупать заранее через интернет на определенное время. На этом наш прогулочный маршрут закончен. В следующих видео будут новые интересные места города. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Спасибо за просмотр и приятных вам прогулок!